Так, всем привет. Буду начинать новую торговую сессию. Вчера я остановил торговлю на балансе, кажется, 120,5 долларов. После мне примерно несколько часов назад, там раз в день возвращается половина комиссии примерно за торговлю, и пришло 96 центов в качестве комиссии. Так что сегодня начинаем торговлю доллар 21. 121,5 долларов. Так что вот так. Терминал я уже открыл. Сейчас будем просматривать монетки, которые можно торговать. Ой. Я уже видел, что вот есть новая какая-то монетка Skate, которая недавно вышла и довольно приятно двигается. Ее пока нету в этом. Нужно обновить список фьючерсов. Вот так вот. И теперь она должна появиться. Вот, скейт есть. Так, мы здесь видим, что резкое падение, и цена сейчас возле нижней границы, возле там какого-то уровня поддержки, примерно круглое число есть, 6 центов. Цена возле него остановилась. Так, в моменте я не вижу прямо сейчас никаких точек входа, поэтому давайте сразу подобавляю еще другие монетки, которые двигаются. Монетка тут. Еще прямо сейчас падает. Тут. Так. Так, вот такие. Также мне нравятся такие монеты. Их хорошо ходит, 2,5%, буквально за 2 минуты прошла. Здесь есть резкие импульсы на 2%. Довольно приятно мне такие монеты торговать. Так, еще у нас... Ой, прямо сейчас GPS. GPS падает. GPS. GPS, кстати, к какому-то уровню поддержки упала. GPS возле уровня поддержки. Ну, я немножко начал откатывать в идеале, чтобы она остановилась вот здесь. Посмотрим. В процентах это какое движение оно преодолело? 5,5%. Хорошо. Пока мне рынок нравится. В общем, монетки прям сейчас ходят, летают. Поэтому, думаю, сейчас будет приятное количество сделок. Бит. Блин, вот здесь бы я хотел, вот здесь бы я точно шортил, но это было очень уже давно. Ну, это как бы какой-то такой пост-анализ, но все же я бы здесь прям моя ситуация, в которой я люблю торговать. Посмотрим. Давайте... Стоп, мне показалось, или какая-то монетка? Не, она просто местами поменялись. DEX. Вот, кстати, еще какой-то распил по монетке DEX. О, прикол, она у меня и открыта была. Я даже не видел. Ой, тут прям сильно волатильно. И вообще, монетка находится снизу, на низах. И был резкий откуп. Большое падение.
принципе, первые впечатления, первые мысли — это то, что если вы купили все это падение, может продолжиться дальнейший рост. И в идеале тут бы заходить на продолжение. Ну, я думаю, пытаюсь сейчас думать как простой трейдер. В идеале находить точки входа и заходить на продолжение движения в лонг. Так что если будут давать возможность заманивать лонгистов, то я бы заходил бы в шорт. Так, давайте быстро просмотрим еще другие монеты, которые я уже добавил, так как нужно тут часто посматривать на них, ибо монеты летают и в любую секунду может нарисоваться нужный нам сетап. Смотрим. Так, тут поджалось, есть такое небольшое чувство, что может зайти здесь в лонг с небольшим стопиком. Все, в принципе, вот здесь закончились. Что-то новое искать. Уже и время. Хотя есть страх, что и дальше может пойти. Поэтому, наверное, тут я пока заходить не буду. Сейчас 20.61. То есть минус $1,5. Так. Ну, небольшая, там какие-то $0,5 придет комиссия завтра. Тут интересно было. Резкий импульс, она просто остановилась и идет вправо. Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. Я хочу поблагодарить Эвана за создание видео с моими советами о постановке Видео целей и за включилось то, что он Брайана делится важными Трейси. знаниями. Прикол. Так. Прикол. Ладно. Не понял, что произошло. У меня там было видео, наверное, какое-то на фоне включено. Без звука. И поэтому оно закончилось, включилось следующее. Так, тут пока ничего. Хм. Ума. Кстати, ума. Мне показалось там один знакомый сценарий. Если сейчас открою подробнее и все подтвердится. Давай так смотрим. Примерно было падение на 5-минутном, пока больше даже посмотрим. Или на минутке. Было резкое падение, после этого цена остановилась. Но при этом на остановке как будто глобально она двигалась больше в лонг. То есть дая ощущение, что возможен откат и дальнейшее движение. Плюс тренд общий сохранился и на этом начал выезжать. Процентов он много ходит, так что прям внутри этого движения тут и брели людей, скажем так. Все, кто заходил, тут даже особо, ну, тут просто очень много, 5% движения цены за несколько минут. Так что те, кто лонговали вот здесь примерно, их уже побрили на вот этим падением. Да, могут не всех, но большинство торгует с большими плечами, поэтому я думаю, мое большинство на этом сквизе и закрылось. Так что я тут прямо сейчас не знаю, кто сейчас сидит, больше лонгистов или шортистов, поэтому эту монетку пока трогать не буду. Ой, тут 4%. 4% было движение. Так. Смотрим
Здесь интересно. Просто монета летит без особых остановок. Есть маленькие локальные остановки, и после них продолжается движение. Хм. Вот тут складывается такое впечатление, что может просто сейчас дальше продолжится падение вниз. Ну, кстати, если сейчас будет какое-то движение, остановка цены вот здесь примерно, пробой там 29, то я бы вот здесь заходил бы в лонг, так как сложится впечатление глобально, ну, картина шортовая, график падает вниз, возле уровня поддержки начали движение вверх, но его сразу выпродают, типа движение силы лонгистов. Силы лонгистов не хватает двигать цену вверх, и большие шансы, что начнем лететь вниз. Плюс, если вот здесь заходить в шорт, можно ставить относительно небольшой стоп. Ну, тут, короче, идеальное место по теханализу, чтобы большинство трейдеров заходило в шорт. Именно поэтому я бы примерно вот здесь где-то искал бы точку входа в лонг. Посмотрел бы на движение свечей, скажем так, как бы они закрывались, быстро или плавные движения дают возможность зайти трейдерам или нет. Так что я посмотрел бы здесь. Пока это, наверное, монетка у меня в приоритете. А тут непонятно. Тут нужно ждать выход какой-то из этого канала. В идеале не очень быстрый. А возможно даже наоборот быстрый, но я не уверен. Мне кажется, тут будет больше выход. Как минимум вот эту зону пробить должны. Тут мы просто стоим. Кстати, вот что я здесь подумал. Я тут в голове рисую разные сценарии и смотрю, как они отыгрывают, нет? Тут вообще я бы заходил бы в лонг, если была бы какая-то свеча большая, ну, примерно как вот эти, там одна-две свечи, и с перехаем, и остановка. То есть практически всегда после вот какой-то свечи были какие-то такой небольшой нисходящий, типа остановка. Тут вообще вкатало. То есть если цена восстановится примерно где-то вот здесь, то будет складываться впечатление, что просто ну, можем какой-то хотя бы небольшой откат. А небольшой откат это процент. Процент словить трейдеры могут захотеть. Поэтому примерно я бы ждал бы резкий импульс, остановка цены и где-то секунд 30 либо минуту постоять на одном уровне. И я бы заходил в лонг. Но должна быть небольшая остановка, чтобы дала возможность скальперам, тем, кто активно следит за этой монеткой, зайти в шорт. Но с другой стороны, это аж процента 3 движения с этой точки должно полететь. Ну, в принципе, почему бы и нет? Кстати, смотрите, какая монетка у нас в топе по падению. Это хамстер. Хамстер. Сколько? 20 до 14. Там что, разлоки какие случились. Прикол. Хамстер. По процентам я понимаю здесь. Ну, так приятно, в принципе, ходит. Но уже цена остановилась, успокоилась, и в моменте тут долго нужно сидеть, чтобы были какие-то точки входа. Поэтому пока я тут прям накопление на часовиках исчисляется.
Мне это не очень сильно подходит. Вот здесь сценарий примерно, кстати, такой, как я хочу. Но я хотел бы, чтобы свечи были более резкие. Вот в этот диапазон. Чтобы еще немножко поднапугать трейдеров. Что включился страх. Страх упущенной возможности. Типа вот прямо сейчас, если не зайти, будет вариант, что оно полетит без них вниз. Для этого нужно чуть более агрессивные свечи. Также есть небольшой пример, как я вчера говорил, если цена достаточно долго стоит, и я глобально понимаю, что здесь большинство шортистов заходят, то возможно лучше зайти с ними, но только в лонг, потому что могут не рисовать дальше более страшную картину, они и так на одном месте нормальное количество трейдеров наберут. Но я не уверен, давайте посмотрим. Примерно вот здесь это сколько минут? Почти 15 они уже стоят. Ну нет, ну вот сюда хочу, чтобы хоть как минимум 2,9. Ну, кстати, да, круглое число на пробитие 2,9 еще много заходило в шорт. Так что 2,9 пробой я бы лонговал. Взял бы примерно стандартную свою позицию со стопом в 1%. И смотрел бы здесь у нас просто пока в накоплении. Тут у нас стоит на месте какой-то рейндж. Ну, рейндж чуть больше процента. Здесь, кстати, та ситуация, которую я описывал, не случилась. Вместо этого просто плавно начали идти вниз. Смотрите, выглядит как будто смарт здесь лонгануть. А я могу примерно зайти тут на позицию, зайти в позицию на... Не, можешь хоть зеленую тень показать или нет? Я хотел бы здесь зайти, но здесь очень маленькое движение до того, где я хочу закрыться. Я хотел бы закрыться примерно вот тут. На пробой там 8,9. На это нету и процента. А чтобы у меня был процент, то она должна хотя бы тень какую-то зеленую показать здесь. Это было бы отличным еще и такой надеждой для лонгистов. Но, возможно, это будет без меня. Посмотрим. Так, нужно не упускать с вида. Так, 2,9 здесь я жду. А тут я ждал небольшую зеленую тень. Хм. Эх, без меня. Ладно. Уже несколько раз за последние дни я вижу похожую ситуацию, пытаюсь зайти на каком-то откате, но цена движется в принципе особо не останавливаясь, плавными движениями дальше вниз. Возможно, в таких ситуациях нужно будет заходить в моменте без, ну, не ждать откат, а заходить по рынку. Тут все хорошо. Стоп, на 2,9 не... Ой, 8,9 не пробил. Так что, по идее, стопы еще стоят. Ну да, все вот это накопление пока на 4 минуты. Те, кто заходил в лонг, их еще не должно было бы забрать.
Хм. Нет. Тут очень страшно заходить. Но, с другой стороны, это и хорошо. Пробей 8,9, чтобы я уже не смотрел за этой монеткой сейчас. Все. Отлично. О, кстати, то, о чем я и говорил. Есть страх, что сейчас дальше начнем лететь. Я бы здесь зашел, наверное, на стандартную свою позицию. Так, немножко стакан открою чуть повыше. Вот так, зашел я. И теперь стоп-лосс у меня все стоит. $1.15. И take profit точно примерно где-то, возможно, даже 29,5 пробой. Было бы отличное вроде место. Давайте выставлю такой take profit, чтобы если вдруг я в это время буду смотреть за другими монетками, она смогла меня закрыть. Так. Он кратные 2 только, да? Давай так. Сейчас шаг цены уменьшил. Хотел за 51 примерно вот сюда. Ну, кстати, вот, отлично, мне нравится. Настройки, размер ордеров сейчас поменяю. То, как движется цена, в принципе, мне нравится, но нужно еще желательно небольшая остановка. Так, в теории может примерно меня выбить вот здесь просто каким-то сквизом и пойти дальше вниз, но глобально я в это не верю. Должен быть откат, как мне кажется. Я бы даже, наверное, зашел здесь на чуть больше объем обычно. Чуть с большим риском. И стоп-лосс давайте примерно, чтобы $2 мы потеряли вот здесь где-то. Так, и у меня автоматически увеличился. Нужно take profit поменять 8,100. Ой, 8,266. Вот так вот. 1 к 2 примерно получается соотношение, или даже может больше. То есть сейчас скажу. Ну да, чуть больше 1 к 2. В принципе, вот эта ситуация мне очень даже нравится. Возможно, даже ниже поставить заявки на... Точнее, заявку на take profit. Ну ладно, пусть пока так стоит. Посмотрим. Возможно, без убыток нужно будет перевестись, если подойдет вот в эту зону уже. Так, смотрим, что у нас здесь. Тут у нас просто безоткатно продолжает падать. Ой, каким же, как мне кажется, триггером будет несколько зеленых свечей, которые начнут расти. Еще желательно как-то агрессивно выкупить или что-то примерно красивое нарисовать. То тут бы много бы заходило в лонг. Тут просто остановились. Это хамстер мне не нравится, он медленно двигается, все. Так, давайте посмотрю, может еще какие-то монетки в моменте начали двигаться. Та-та-та. Памп. Памп пампится. Давайте откроем монетку памп. Мне показалось, или яркость стала как будто бы чуть меньше на ноуте. Ну, возможно, мне
Памп. Отлично. Хм. Ну, кстати, не так-то сильно и вырос. Примерно 3-4%. На это я вот это на минутке смотрю. Сколько? 4%. Случился небольшой откат и остановка. Пока мне мало информации для входа в сделку. Хм. О, тут, кстати, вот этот рейндж, который мы стояли, пробили вниз. Пробили вниз, но, скорее всего, круглые числа не пробили. 6000 нет. А за ним, скорее всего, стопы лонгистов. А в процентах это сколько? Кстати, 1,7%. Возможно, даже некоторую часть вот здесь на проценте закрыла. 2% это там уже 20-е плечи и остальное должно брить. Но пока я даже не уверен, что мы туда пойдем. Тут мы отлично пока идем в нужную сторону. Тут стоит на месте. Вот здесь то, что я говорил. Начали зеленые свечи, но они какие-то неуверенные. Я бы здесь ждал чего-то побольше. Если хотят, чтобы здесь начали люди лонговать, то нужно больше дать уверенности. Если вот там вот несколько каких-то больших зеленых свечей началось, то тогда да. Возможно, это несколько зеленых как бы начинает собирать внимание, чтобы уже не больше людей смотрели за графиками. Когда будет просто памп какой-то большой, больше людей начали заходить на этом пампе. Я бы, если будет какой-то памп одной свечой вверх, я бы также заходил в шорт, но только в том случае, если не продолжает лететь, типа там одна зеленая, вторая зеленая, типа памп и остановка. В том случае я бы смотрел, чтобы зашортить эту монетку. Или закрыться здесь частями. Также не уверен. Просто если сейчас вот сюда примерно подойдет в этот диапазон, каким-то даже импульсом или просто, я не буду уверен, что мы сейчас уже начнем лететь. Тут, если будет какой-то вкат и вот сюда, есть возможность еще раз набрать еще больше шортистов. Поэтому я бы здесь перезаходить еще хотел. Тут есть уже риск, что и меня могут выбить. Я бы, наверное, не наглял и закрыл бы вот, может, не такое большое движение возьму, но закрыюсь чуть пониже. Просто чтобы убрать риск вот такого сценария, что мы пойдем еще набирать шортистов. Но это только в том случае, если вот примерно хотя бы вот сюда куда-то. 41. Поставлю за 42. Чуть поближе. Эх, а тут у нас продолжается падение. Ладно, пока не интересно. Так. Памп это у нас здесь ничего там. АГТ еще какое-то.
Мы видим на хаях. На часовике очень сильно выкупили. 15 минут рост. Круглые цифры, где может остановиться примерно 29. Вот тут могут заходить шорт. Плюс вот здесь какой-то такой уровень. Будут ли пытаться здесь ловить откат или нет? Стакан что-то у нас очень рывками двигается. Не знаю. Тут слишком мало информации, как по мне. Уровень не такой-то и сильный. В общем, график как будто бы растет. Больше я бы искал бы здесь точки входа в шорт. Ну, типа, чтобы дало возможность трейдерам зайти в лонги, и я бы шортил на, не знаю. Пока ничего интересного. Пока мне просто нравится наблюдать вот за этой монеткой. Просто потому, что все, что она сейчас двигается, у меня в голове подвязывается под мой анализ. Типа я рассматриваю здесь именно убыток только в том случае, если начнется резкое движение без особых остановок, чтобы ну, не дало возможности зайти в шорт. И тогда действительно начнется шортовое движение без толпы, скажем так, на хвосте. Но для этого нужны только резкие движения, и тогда я уже боялся, что меня закроют. А так как цена замедлилась, началась медленно идет вниз, дая возможность зайти в шорт, пока все отлично смотрится, чтобы зайти. А процент это, кстати, процент движения цены, это примерно вот сюда, где я хочу закрыться. Так что пока все хорошо. Просто, не знаю, я от таких графиков кайфую. Они нестандартные, они просто там выкупил очень жесткое падение и просто медленно началось падение. Вообще без отката, без каких-либо остановок. Там какие-то локальные есть небольшие обманки, скажем так, но просто падает. Казалось бы, он будет летать там вверх-вниз, вверх-вниз, а он просто начал идти вниз без остановок и все себе. Ой. Ну, я здесь по-прежнему рассматриваю только шортовые сделки, потому что люди любят заходить с маленькими стопами, а тут постоянно есть возможность зайти в лонг с малюсеньким стопом. А любят брать большие движения. Тут, кстати, довольно-таки большие в процентных соотношениях. Так что вот так. Это мы полетели процент. Кстати, я здесь бы уже и взял. Но мне все равно не очень он нравится. А вот если на часовике будет какой-то перехай, и там уже остановка. Это, кстати, не так-то много, еще процент полтора. И остановка. Вот там уже я бы смотрел на лонговые позиции, потому что тут мы можем видеть, был какой-то больше движения, остановка, откат. Было больше движения, остановка, откат. Если будет больше движения и какая-то остановка, ну, правда это на часовиках прям, но мне подойдет и какая-то просто остановка на минутки, то я бы рассматривал бы
лонговую позицию, чтобы собрать тех, кто попытается торговать вот эту закономерность. Фух. Аниме. Какой уже день? Четвертый или пятый раз в топе. Как я седаю торговать, каждый день оно мне попадается. Каждый день. Форткоин снова тоже начал. Аниме и форткоин. Может, вместо каких-нибудь монеток добавить? Это мне интересно. Вот вместо этого. Давайте сразу форткоин. Так как он более популярный, более волатильный, соответственно, там больше трейдеров торгует и, возможно, какие-то более предсказуемые ситуации я увижу. И монета 1. Тут, кстати, вот здесь и откроем аниме. Аниме. Вот, отлично. Ну, аниме. Мне не нравится. Да, он ходит, но, скажем так, тут какое-то непонятно. Глобально цена растет. Ну, типа там на часовике в общий такой тренд в рост. На пятиминутке мы падаем. Так что тут неопределенная ситуация. Мне такое не нравится. Мне нравится, когда смотришь на монету и сразу видно. Вот, все, типа, глобальное движение туда, есть возможность зайти туда же с короткими стопами, возможно, ну, короче, дают возможность, плюс какие-то накопления, что дают возможность многим людям зайти. Вот такой мне нравится. А здесь, кстати, пожалуйста, закройте меня в Take Profit. Еще небольшое движение. 42. Если примерно в 40 ударится и цена остановится, я бы закрылся бы руками. Давайте я даже немножко увеличу шаг цены, просто чтобы наблюдать. Думаю, тут несколько минут. В идеале, конечно, просто следующим импульсом закроется. Но может и что-то еще здесь повозить. Я смотрю, тут в принципе цена замедлилась. Если перед этим были какие-то резкие движения, быстрые вкаты и падения, то тут мы немножечко остановились. Но не было процента, не знаю, тут должно быть чуть выше движения, как мне кажется. Ну вот процент от этого хая, это вот здесь, но здесь никто не заходил особо. Все это накопление выше, так что в любом случае мы должны сделать еще какой-то один импульс. Процент это плюс-минус стандартный стоп. Плюс здесь идеальное место. Вот за какой-то хай. Мне нравится, что мы просто стоим здесь. Казалось бы, хорошая сделка. И все то, но вот то, что мы сейчас дальше не растем. Но с другой стороны, мы и не падаем резко. Так что тут, в принципе, дают возможность добавиться, если кого-то прям перед стопом. Я иногда, например, добавляюсь в сделку, так как у меня вот здесь стоп. Например, если бы был у меня вот здесь стоп,
Я мог бы здесь добавиться в шорт, потому что я рискую буквально там еще небольшим зазором, скажем так, небольшим движением, но потенциально общая там как бы картина моя сохраняется. Мог бы добавиться в свою сделку. Возможно, на такой же штуке ловят и других трейдеров. Но я не уверен. Интересно. Интересно. Так, тут пока мы стоим. ГТ еще высоко, но там я особо ничего интересного не вижу. Биткоин. Кстати, биткоин. Мне заинтересовала меня ситуация на биткоине. Там, правда, комиссии 1 000 000. Но если ситуация на часовике, все выглядит красиво. Здесь довольно тоже. Да, блин, в процентах это ж пиздец просто. Не знаю, 0,25 брать, это заходить на в 4 раза больше объем, чем обычно. Комиссии тут, понятно, будут миллионы. Комиссия это такое. Ну как такое? На таких монетах, как биткоин, они особо активно влияют, потому что я здесь заплачу 40 центов где-то комиссиях, а у меня take profit стандартный $1.20. Примерно 1/3 take профита просто уходит на комиссии. Тут только брать больше соотношения, а это шанс на успех уже будет меньше. М, в принципе, если сейчас мы еще постоим минут 5 вот здесь где-то наверху, возможно, я даже зашел бы. Как тут красиво идет вверх. Вроде и идет вверх, но как будто типа ну, мы вкатываемся. Вот тут глобально, ну вот несколько минут цена идет вверх, но красная свеча, типа. Дальше не факт, что мы пойдем вверх. Я это так вижу. Типа, то пойдем вверх. И, кстати, вот это накопление небольшое, вот что цена вот здесь стоит. Минут 5. Около 10, возможно, еще достоим. Возможно, здесь также заходят шортисты. А возможно и нет. Возможно, тут набирает лонгов и еще каким-то сквизом вниз побреет. Но мне не нужно. Мне нужно только, чтобы был еще какой-то небольшой перехай. Я беру свою небольшую часть и живу долго и счастливо. Биточек не остановился. Мне желательно было здесь остановка. Нужна.
Какие тут у меня еще были монеты? То, что форткоин просто вырос и остановился и ушел вправо. Вот здесь интересная ситуация продолжает. Видите, было просто резкое падение, а сейчас начало оно немножко замедляться, и такое как будто бы дно вырисовывается. Поэтому здесь, как мне кажется, больше число людей заходило в лонг. Но также сейчас это снова маленькое соотношение, нету и процента. Так что я буду здесь заходить только если будет еще один какой-то импульс вверх. Так, я бы хотел бы здесь даже закрыться, наверное, на... Блин, оно не пойдет, не даст мне открыться. Я подумал, что сейчас будет еще зеленая свеча. Я бы хотел бы здесь закрыться, наверное, не на перелоу, здесь где-то снизу, а чуть повыше, потому что в это время, когда цена начнет выпускаться уже сюда, тут уже будет страх и мысли, что, возможно, мы пойдем дальше в шорт. Так что я бы закрывался примерно на 771. Но для этого мне нужно, чтобы цена пошла вверх. Фух. Опа, вот этот, кстати, и резкий импульс, о котором я говорил. Эй, забери мою вторую часть, пожалуйста. Все. $1.20 это у меня примерно. А не слишком ли близко? Вроде не нормально. Так профит примерно вот здесь поставить. В монетах это 20.36. 20.36. Сейчас попытаюсь объяснить. Логику, да. Логику, почему я заходил. И примерно на 71, кажется, я говорю. 771. Я могу увеличить шаг цены. 771 вот здесь. Все отлично. Чуть больше, чем 1 к 1. И, в принципе, отличная, как мне кажется, сделка. Сейчас здесь у нас пока еще идет. Пожалуйста, не закрывайся, пока я постараюсь здесь объяснить логику входа. Тут, как мне кажется, как я говорил, мы видели прям было резкое движение вниз, началось замедление. То, что началось замедление, это уже как бы зеленый флаг для лонгистов, что можно начинать входить в позиции. Есть возможность в лонг зайти с маленьким стопом. Глобально вот были резкие какие-то резкие импульсы вверх, и сам факт то, что на этом весь рост закончен, в принципе, мало верится, что дальше мы будем только падать, так как буквально несколько минут назад были резкие зеленые свечи.
И то, что можно зайти здесь и с коротким стопом, и замедление цены движения, и, возможно, кто-то здесь какой-то зеркальный уровень может нарисовать. Ну, короче, много факторов, чтобы зайти в лонг и посидеть. Поэтому, мне кажется, здесь отличная возможность зашортить против трейдеров, которые лонгуют. И примерно стопы у них где-то будут ставить вот за какие-то уровни локальные, за вот это все. Там мы и поставили take profit. Тут у нас сделочка, тут у нас пока просто остановились. Ух, возможно, кстати, будет и намного больше. Я поставил профит, возможно, еще и довольно близко. Потому что вот здесь, сколько цена примерно на этом месте стоит уже? 15 минут. За 15 минут те, кто шортили, их стоп-лосс примерно, кстати, за 50. 29,50. Если брать стандартные значения в 1%, поэтому, в принципе, мне все здесь нравится. Возможно, можно было бы сейчас и переместить чуть подальше, подержать, но как показывает практика, лучше не рисковать, брать свою часть и искать другие сделки. Тут у нас, кстати, понемногу идет к профиту. Прикольно будет, если вот таким снова лесенкой просто пойдет вниз. Это как троллинг небольшой. Дали надежду, что сейчас будет расти, и дальше лесенкой продолжается. Это довольно забавно. Я не хочу пропустить момент там, где сделки закрываются в профит, так как, в принципе, то, когда я вижу закрытие сделку в плюс, это приносит какое-то моральное удовольствие. И если есть возможность это не пропустить, то я так и сделаю. Так что пока другие монеты особо посматривать не буду. Возможно, вот, кстати, вот здесь уже рядышком может закрыть в любой момент. Что здесь тоже начнут немножко собирать лонги. Я бы не хотел. Я бы хотел бы увидеть просто лесенку вниз. Наверное, потому что я стою в позиции. Эх. Так, эта монетка тут. Монетка Декса. А на скринере он есть. Декса есть. А тут уже пропал. Так что нет. Я хотел просто как-то, чтобы я видел обе эти монетки. А вот, кстати, это старые какие-то. Это старые заготовки. Скажем так, конфигурации, которые я брал, с чего я настраивал вот это весь стакан, настраивал графики с конфигурации какого-то другого трейдера. Будем ждать. Так. Тут вкатало, кстати. Пока на месте стоит. Ситуаций еще каких-то нету, прям резко интересного ничего. Так, посматриваю, но прям нового ничего не вижу. Возможно, здесь еще немножко шортов наберут именно вот какими-то такими движениями, что рост не удался, не было продолжения после остановки. Возможно, здесь и начнут набирать шортов. Поэтому какие-то мелкие движения вниз были бы, отлично смотрелись.
Но так как я поставил профит довольно-таки в отличное место, в том плане, что не нужен какой-то перехай, а можно просто буквально там его задеть, то я особо не боюсь. В этой сделке я, в принципе, уверен. Тут, кстати, также интересный момент. Смотрите, вот именно то, что цена подошла, ей не хватило как будто бы сил пойти дальше, цена начинает медленно двигаться вниз, уже у меня закрадывается сомнение, что, а возможно, мы не пойдем дальше. В принципе, возможно, здесь и цена пойдет, не знаю, какой-то вот этот нисходящий канал такой пробивать. Когда закрадывается у меня даже сомнение, что, возможно, сейчас цена там реально пойдет вниз, то для меня это также отличный знак, что я стою в нужную сторону. Так, тут меня почти закроет. Нет, и буквально минутные, две минутные свечи. Может закрыть в любой момент. Но не нужно вкатывать. Фух. Так, тут, кстати, немножко выкупили, но сразу тут увеличивается волатильность. Так как резкие такие выкупы, особо перед этим их не было. Ну не, вот были какие-то маленькие такие, но... Хотя, возможно, они правда были. Тут резкие какие-то такие прострелы. Но посмотрим, как будет цена дальше идти. И тут у нас идет к тейк-профиту. И тут. Хм, 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 хм. М, Так. Вот здесь, наверное, быстрее мы закроемся уже. Хотя я бы делал ставку на то, что другая монета быстрее закроется. Но там мы решили еще постоять на месте. Давай импульсное движение. Хотя если набирать будут лонгов, то можно и медленно идти. Даю возможность зайти в лонг. Если нет, то просто импульсные движения и действительно поход наверх. Ты чего остановилась? Ты почти дошла. Посмотри, какой путь уже прошла. Прям перед профитом остановочка небольшая. И тут идет так. Не хочу пропустить. Эх, две сделки. Сегодня еще какие заходила или это только две? Я уже и забыл. Но если честно, почему-то... даже я знаю почему. Вот эта сделка мне намного важнее и интереснее, потому что я здесь зашел на объем побольше. А на объем побольше, соответственно, это примерно как две обычные сделки мои. Я там, кажется, на двойной объем зашел. Поэтому немножко так и переключаюсь, просто чтобы посмотреть. Вот, будет импульс или снова развернется. Да ты прикалываешься. Ай, это шутка. 40 не пробила хоть тогда. Хай, 38, 40 не пробил. Ну, в принципе, если 40 пробивает, там меня и закрывает. Вот так вот.
думал, довольно волатильные монетки, и сделки должны быть быстрыми, потому что если бы я вот здесь где-то зараньше заходил, вот такое движение, это сколько минут за 5 бы меня закрыло. А тут мы просто немножко вправо пошли. Ну и здесь, смотрите, вот я заходил, был момент, цена вот улетела, немножко постояла, снова улетела, выкупилась на такое же движение, я примерно вот здесь и заходил. И после этого как-то мы стали в какой-то рейндж, в боковичок. Вот так вот. Ну, давай хоть ты закройся. Ну, кстати, в пункт буквально коснулась меня или она не закрылась почему-то. Все, я по рынку просто закрыла, если она подошла ко мне и прям не пробила сразу же, я лучше закроюсь, там несколько центов не возьму, но в принципе сделка закрылась в профит. Так, отлично. И осталось у нас вот это. Осталась у нас вот эта сделочка. Но тут я не знаю, сколько еще сидеть. Посмотрим. Оно кажется возле профита. На вот такое расстояние может пройти просто полпроцента за несколько секунд. Но тут намного больше набирает. Видно уже сразу. Я зашел буквально вот, чтобы побрили вот это накопление. После этого еще было вот это, но вот это процент, да даже вот здесь процента не было. Все вот это накопление мы еще не собирали стопов. Это, кстати, сколько? Давайте примерно вот так. 37 минут. Много стопов находится вот выше 40, выше 50. 29.40, 29.50. Это что у нас такое? Что со стаканом случилось? У меня интернет пропал. Алло. Это что с тайгером? Если я открою случайно другую монетку. Блин. Я надеюсь, заявки и позиции мои не закроют. Я могу через заявки и позиции посмотреть. Да, у меня все открыто. У меня пока все открыто. Вот, если мы смотрим через сайт. Но перезапускать терминал я боюсь. У меня там есть такая штука, что при закрытии терминала у меня закрываются все позиции по рынку. Это было сделано для того, чтобы если там резко пропадает какой-то свет или еще что-то, у меня не оставалось открытых позиций, за которыми я не мог бы наблюдать и там случайно меня не ликвидировало и еще что-то. Ой, блин, я прям на этом месте. Что-то, эта монетка тут, кажется, была, да? Она вообще не понимает. О, так график подтягивает. И, ну вот, идет к этому. Она меня хоть закроет. Стакан почему-то умер. А как мне ее обновлять? Если я найду ее в этом, в стакане просто. Так, тут. И буду перекладывать с нее на другую монетку. Там вроде стакан обновляется. Я смогу ее... А, вот она. Trust Wallet. И тут. Закрой меня. Я, наверное, на этом сделаю перерыв, потому что такая фигня мне не нравится. Могу по рынку закрыть просто вот здесь на... О, стакан. Кайф появился, все. А на других? И на других монетках также.
Давай, оп. Оп-оп-оп. Коснулась сколько в 41? У меня стейк профит на 42 стоит. Ау. Что здесь тоже придется просто по рынку закрыть. Возможно, придется здесь прямо сейчас закрыть по рынку. Небольшое движение это не доберу. Потому что был какой-то импульс, меня буквально в пункт не закрыло. Все, ладно, закрылся. Не будем наглеть. Тут в любом случае на повышенный объем. Да, я почти уверен, что она пойдет еще и дальше, перебьет. Но рисковать повышенным объемом на все это движение я был не готов. Также давайте посмотрю. Тут примерно я 2 с чем-то доллара был должен взять. Вот монетка тут. 2,8. Кстати, 2,8 это нифига себе стандартный мой 1,2 тык. Вот так вот. Так что начал я с 121,5. Закончил я на 125,5. Это 4 доллара? Сколько же я позиций совершил? Мне казалось, я сделал только 2 сделки, но возможно я про какую-то забыл. А ну сейчас быстренько проверю статистику. И тут время. 9.06. 9. А, это сегодня 9. А, я ж там ночью еще торговал. Вот 0.0, вот в час. И вот начались DXA. И тут реально 2 сделки. А как тогда получилось, что я... Как тогда получилась такая относительно большая? Ну, не знаю, ладно. Профит, оно есть профит. Нужно сделать на этом, наверное, небольшой перерыв. И вечером, через несколько часов, еще сяду, посмотрю. Тут еще монетка какая полетела, но тут уровней каких не вижу. Нужно будет там ждать, поэтому смотреть пока не буду. Так что все, на этом пока эта торговая сессия заканчивается. Вечером еще немножко поторгую.